Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу представить вашему вниманию стильный вязаный джемпер с рукавами реглан, который выполнен в нежно-бежевом цвете и, на мой взгляд, идеальный выбор для создания элегантного и модного образа. Этот джемпер я увидела в одном из модных бутиков, и, в общем-то, интернет-магазин предлагает эту вещь, связанную машинной вязкой. Но мы будем сегодня с вами рассматривать данное изделие, как его связать вручную спицами. В сегодняшнем видеопроекте мы с вами разберем прежде всего конструкцию, узор для вязания этого джемпера и, конечно же, свяжем этот узор. Самое основное – это разобрать узор. И я покажу вам пряжу, которую хочу порекомендовать для вязания данной модели. Ну или что-то похожее с хлопком. Дальше. Давайте теперь очень, так скажем, кратко поговорим о характеристиках этого джемпера. Если вы выберете хорошую хлопковую пряжу, то, конечно же, от этого будет зависеть ваш комфорт и долговечность изделия. Цвет, который представлен на модели, это нежный бежевый, который подходит практически любому типу внешности, создает ощущение свежести и легкости. Используется вертикальный ажурный узор, который не только придает изделию особый шарм, но является идеальным решением для вязания на большие размеры. Конструктивно рукава реглан обеспечивают идеальную посадку на плечах, делая изделие комфортным и стильным. Следующее, что очень-очень важно, на мой взгляд, это зрительное вытягивание фигуры. Благодаря вертикальному ажурному узору, посмотрите, как зрительно вытягивается силуэт и делается стройнее и изящнее. И в целом эффектный внешний вид. Мелкие ажурные дорожки, связанные просто, смотрятся изумительно эффектно, добавляя изделию изысканности и шарма. Таким образом, этот вязаный джемпер, если вы решитесь его вязать, станет отличным выбором для вас, если вы хотите выглядеть модно, элегантно и стильно. Он будет подходить для любого случая, как от деловых встреч до вечерних выходов. Будет прекрасно сочетаться с различными предметами гардероба. Вот такой универсальный, прекрасный джемпер я хочу вам предложить. И начнем мы с вами с выкройки. Затем я продемонстрирую вам пряжу, с которой вы, в принципе, можете воспользоваться моим предложением связать этот джемпер. Можете, конечно, остановить свой выбор на какой-то своей пряже. Но самое главное, что мы с вами будем сегодня вязать этот узор. Вот такую выкройку я предлагаю, девочки. Это обычная выкройка, рукава реглан, вяжется отдельными деталями. Данное изделие спинка, перед и 2 рукава. Все детали вяжутся снизу вверх. В общем-то, по низу у нас идет нижняя планка, связана резиночкой 1 на 1, у рукава, спинка, перед, везде используется резинка 1 на 1. И вырез горловины выполнен тоже, обвязка идет на круговых спицах резиночкой 1 на 1. И все детали вяжутся единым узором, и о нем сейчас мы как раз будем разговаривать более детально. Образец у нас выглядит вот таким образом. Простой, очень красивый ажурный узор с вертикальной направленности. Смотрите. Пряжа, девочки, Alize Cotton Gold Pratica. Турецкая пряжа. Состав 50% хлопок, 55% хлопок, 45% акрил. Цвет приятный такой. И 100 грамм 220 метров. Вот такой вот у нас метраж. Спицы номер 4 и
наш узор. Узорчик очень просто вяжется. Совсем простой узор. Мы сейчас будем его с вами, девочки, вязать. Вот. И я думаю, вы сами удивитесь, как легко и просто, в принципе, он вяжется. Такой вот узор. Вертикальные получаются такие дорожечки. И, в общем-то, такие замысловатые у нас получаются наклонные вот эти вот линии. Для вязания образца я набрала 32 петли. У меня здесь 6 раппортов. Вообще раппорт составляет 5 петель узора и всего 4 ряда. Итак, я показываю вам, как вязать первый ряд. Первый ряд. Кромочную снимаем, вяжем 2 лицевые, затем делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первый раппорт связали. Вяжем второй раппорт точно так же. 2 лицевые, делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали. Третий также вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Третий раппорт. Продолжаем, девочки. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Опять 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем. И второй ряд вяжем все петли изнаночные, в том числе и накиды. Все петли вяжутся изнаночными. Ну, самостоятельно давайте вяжите до конца ряда. Вяжем с вами третий ряд узора следующим образом. Кромочную снимаем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу вот таким образом, меняя петельки местами. У меня вторая поверх первой. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем вяжу лицевая, накид, лицевая, лицевая. Все, раппорт связан 5 петель. Продолжаем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 лицевые. Следующий раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Следующий раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Следующий раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. И последний шестой раппорт также 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Накиды в том числе провязываем изнаночными. И так до конца ряда. В итоге у нас получается вот такой красивый, интересный узор. Очень интересный узор с ажурными вертикальными дорожками. И он очень простой, согласитесь, девочки, проще не бывает. Вот. Рекомендую мастерицам, имеющим небольшой опыт вязания. Такой узор простой. И он будет стройнить фигуру, потому что у него вертикальная направленность.